Сегодня мы заканчиваем, друзья, наше интервью с пастором Русланом Назаревым. Этот человек благословен от Бога. Я думаю, что вы уже слышали много вещей важных для вас в этом видео. И я прошу вас подписаться на наш канал, прошу, чтобы вы прокомментировали это видео. Возможно, Бог проговорил к вам, засвидетельствуйте в этом, это будет вдохновлять пастырей и служителей на это служение. Также приглашайте своих знакомых, ставьте лайки и следите за их служением. Приветствую еще раз тебя, Руслан. Приветствую, Алекс, очень приятно. У вас сейчас, как ты говоришь, славянское служение, и входят туда не только украинцы, но проблемы у белорусов похожи так же, как и у украинцев. И нужда в помощи, наверное, есть везде. И мы недавно разговаривали с одной сестрой, которая говорит, если кому-то нужна юридическая помощь, юристы имеют часто обязательства бесплатных юридических консультаций. Соответственно, многие из нас об этих вещах не знают. Есть фонды, которые оплачивают все эти вещи. Я думаю, что ты, наверное, хотел бы обратиться к таким людям, которые есть в нашей группе, или же те люди, которые, если вы видите это видео, о сотрудничестве и взаимопомощи. Да, конечно. Если мы имеем такой ресурс на платформе церкви, одних убеждений, нас больше, наверное, связывает, нежели разделяет. Мы, в принципе, люди, которые... Каждый выполняет просто свою функцию, но мы все идем к одной цели, потому что мы христиане. Нам действительно нужна и такого рода помощь, потому что на сегодняшний день, не хотелось бы забирать время нашего эфира, но есть определенные вещи, когда украинец в фактическом времени не задумывается о пересечении границы, то есть у нас без виз. Для белорусов это сложнее. И также это трагедия целой нации, потому что в их стране сегодня реальный Советский Союз, в их стране нет свободы слова, никакой демократии, в их стране сегодня, скажем так, очень сложный период для христианской церкви, и очень много людей ищут возможности выезжать. Но эти выезды обусловлены коротким термином, когда нужно возвращаться именно в Белоруссию и делать снова эти документы. И, соответственно, мы говорим не просто о белорусах как о нации, а о той группе людей, которые не уверены в том, что они могут находиться здесь долго. То есть это тоже своя специфика, когда специфика семьи, которая не может планировать дальше 3 месяцев. Специфика христиан, которые не могут стать полностью частью семьи, потому что они не уверены, что будет завтра. И, конечно, какая-то юридическая осведомленность сегодня в этих вопросах, я знаю, что есть какие-то законы, может быть, консульство, конечно, она бы была очень кстати. Второй вопрос связан с вашим творческим центром. Я думаю, друзья, если вы специалист в чем-то, и вы хотели бы помочь, как ты смотришь на работу с такими людьми онлайн, если бы они присоединялись в помощи в творческом центре? Я думаю, в принципе, все, опять-таки, я человек системы. То есть, мы можем вписывать эти вещи в программу, потому что все те люди, которые здесь будут заниматься каждый день, это люди, которые прежде всего работают. То есть у нас сегодня нет ресурсов для того, чтобы дать людям какой-то хотя бы минимум финансовый, чтобы эти люди были задействованы полностью в работе церкви и в этих проектах евангелизационных. Это мечта, это цель, но пока мы не имеем каких-то партнеров, которые могли бы освободить людей от работы, чтобы люди занимались только служением. Но я думаю, что в принципе, если есть те люди, которые хотят хоть как-то помочь, в том числе как-то информативно повышать квалификацию наших сотрудников, мы, конечно, только за. Мы только за, я думаю, что мы можем переписать наши графики и спланировать это время. Друзья, я хочу пример привести. Наше служение «Артель» или же служение христиан Европы, оно возникло вследствие того, что вследствие загрузки мы часто не могли быть присутствующими в основном служении в церкви. И Бог показал выход, когда мы можем служить не одной церкви. Также и вы, если вы видите, что у вас есть загрузка, но вы можете онлайн подключиться и служить церквям. Конкретно, к примеру, здесь, в церкви, я думаю, что мы контакты оставим. Да, конечно. Соответственно, вы можете подключаться и подслужить церкви в другом городе, в другом месте. И я призываю лично вас помогать этим церквям для того, чтобы эффект
от службы, от евангелизации, от миссии был максимальный. Спасибо. Спасибо за ваше служение. Это настолько сегодня важно, и это, наверное, где-то сегодня недооцененная платформа, медиа, вот, которую мы, может быть, где-то не выделяем на это бюджет, где-то мы думаем, что вот как-то оно само, но для меня, вот это, я говорю все в теме моего польского служения, я только здесь, в свои 48 лет, я только здесь понял, наверное, до конца осознал или пережил, что когда приезжают украинцы в Польшу, очень сложно найти церковь, единомысленников. И вот здесь, конечно, медиаслужение вот дает сегодня столько информации о церквах, столько информации о сообществах. И, конечно, наша молитва, моя молитва о том, чтобы ваше служение, оно как можно больше расширялось, потому что это благословение для людей, это не только информация. То есть люди, получая информацию, сегодня могут получать какую-то помощь, какие-то консультации, какую-то материальную поддержку и помощь, молитвенную, и стать частью какого-то сообщества, которое, в принципе, поддержит в это непростое время. Спасибо вам. И мы благодарим за такую оценку нашего служения. Это для нас очень важно. И в продолжении хотел бы спросить о том, каковы планы вашего служения в церкви здесь, в Польше? Вы планируете оставаться церковью, которая служит украинцам, или же все-таки изменения? Хороший вопрос. И, конечно, мы с вами, как люди взрослые, мы руководствуемся определенными вещами, которые составляют опыт и навыки. И кто-то однажды сказал, что река чище всего истоков. Мы видим, что вот сегодня в Европе формируется украинская диаспора. Мы только вот в самом начале вот этого движения или развития, формирования, скажем так. Но глядя на историю, когда славянское сообщество вот из постсоветского пространства выезжали в Соединенные Штаты Америки вот уже 30 с лишним лет назад, и мы видим, какие положительные моменты вот всего этого, что люди не остаются без церкви и так далее, но есть и моменты, при которых, скажем так, сообщество христиан потеряло целое поколение. Когда в Америке создавались только лишь этнические церкви, славянские церкви, где напрочь отвергалась идея английских потоков или англоязычных, американских потоков, то сегодня, глядя на этот опыт, лично мое убеждение, это не просто мнение, я убежден в том, что пройдет какое-то время. Я не знаю, оно будет короткое, в 2 или в 3 года, или может быть 5-7 лет, но будет очень правильно, если наши славянские, украинские, славянские церкви в Польше, я не говорю о всей Европе, я думаю, это так относительно каждой страны, если мы будем вот идти путем здоровой ассимиляции. Потому что наши дети сегодня растут, они ходят в предшколы, они будут поступать в школы, лицеи, специализированные учебные заведения в Польше. Соответственно, круг их общения – это в основном поляки. И будет правильно, если мы начнем вот так органически перестраивать служение, когда это будет 2 потока, когда это будет, допустим, молодежный, сначала начать будет поток на польском языке. Я думаю, это очень и очень правильно. Мы сохраняем свои ценности, свою культуру, мы все это чтим, уважаем, и я думаю, каждый из нас проносит это через всю жизнь, потому что говорят, что Родина или родина. Вот. По-русски родина, а по-украински родина – это семья. Вот. А еще понятие отцовства или отечества или батькивщина. То моя родина там, где моя семья, я согласен с этим, с этой версией. Но есть еще понятие. Есть то, чему принадлежим мы. Есть наша земля, есть наша культура, и мы это чтим. Но реалии таковы, что при всем этом нам необходимо думать о будущем наших детей. Поэтому я думаю, что понятие «украинско-польская церковь» – это понятие очень правильное, это понятие перспективное вот в контексте жизни в Польше. Мы не оставляем украинского служения, но мы также готовы, мы подготавливаемся проводить служение польскоязычное. Отличная идея, и мы желаем вам
первую очередь успех в этом. И мы мыслим точно так же, что каждая церковь русскоязычная в каждой стране, в которой она находится, она должна принести плод тому народу, в который она попала. И мы благословляем все церкви, которые служат сегодня в Европе, в Германии, в Эстонии, в Чехии, в Словакии. Хотелось бы узнать, как реализовывается это сегодня или еще нет? Ну, почему? Я думаю, что сейчас ведь мы говорим, Алекс, о том, что является уже результатом. То есть сейчас мы видим вот в конце вот этого марафона, а это марафон, это не спринт, это процесс. И мы стоим вот как бы как наблюдатели будущего в конце, когда мы видим церковь, в которой есть служение на польском языке, которая подразумевает наше подрастающее поколение и проповедует полякам на знакомом для них языке, на их родном языке. Но это процесс. Этот процесс, он уже происходит, я убежден, в большинстве украинских или славянских церквей Польши. Прежде всего, первый этап, я убежден, что первый этап – это контакт, диалог и сотрудничество с польской церковью. И я благодарю Бога за то, что, во всяком случае, объединение Слова веры, мы сегодня входим в состав Церкви Пятидесятников Польши под мудрым руководством епископа Марека Каминского, который очень открыт. И вот буквально у меня был польский день, если так можно сказать, когда мы проводили здесь встречу с региональным пастором Петром Карась. Вот это региональный пастор польской церкви здесь в центре Польши, это Лодзькое и Мазовецкое воеводство. И также имели мы общение с епископом Мареком. У нас есть определенные совместные проекты. У нас сегодня уже есть совместное служение. Это социальная сфера и в том числе это образовательная система. На сегодняшний день мы можем смело говорить о том, что в этом месяце мы набираем первый набор в наш усилиями многих. Это американские наши друзья, это китайцы, это корейцы. Мы приобрели в Варшаве здание, очень дорогое здание. Да, мы сделали там ремонт, это все за 1 год. И сегодня там мы начинаем теологическую академию, где мы будем учить и выпускать потенциальных лидеров. Это благовестники, это пасторы, это миссионеры, это душепопечители, это семейные консультанты для украинского контента в Европе. То есть это будет общеевропейский. Туда. База. Да, это будет такая база образовательная, это будет академия. Сегодня уже проведены переговоры об аккредитации. Это будет по окончании этого обучения будет защита диплома, степень как минимум бакалавра, это будет бакалавриат и магистратура. И мы по этому поводу тоже мы здесь встречались, по поводу образовательной части. И я знаю, что первое, конечно, это контакт, это диалог и это отношения. Сегодня мы первый этап прошли, и мы с польской церковью сегодня нас, может, разделяют какие-то этнические, культурные какие-то ментальные моменты, но по сути мы христиане, мы имеем одну цель, мы имеем классные взаимоотношения, поляки очень простой народ, очень открытый народ, и нам комфортно. Нам очень комфортно. Это, в принципе, единственный путь, других путей нет. Все остальные пути – это путь одному и путь в никуда. То есть вместе, только вместе мы сила. Нам было бы интересно рассказать более подробно о вашем высшем учебном заведении, которое вы готовите. И было бы приятно, если была бы возможность посетить вас на месте. Да, без проблем. Потому мы напрашиваемся. Я думаю, что в скором будущем мы все-таки сделаем такой, если вы не против, какой-то репортаж. И мы даже очень за. У вас будет возможность как раз лично познакомиться с нашим старшим пресвитером Александром Петровичем Демьяненко. Было бы очень приятно. На этой базе будут представители КЗ. Это не знаю, насколько у епископа Марека это получится, потому что на ближайшие 4 года он избран епископом Европы, поэтому у него сегодня очень жесткий график, его даже часто не видит его семья. Но представители, это Петр Карась, это
ряд людей, которые представляют СТС, это образовательный институт вот, по КЗ в Варшаве. Вот. Я думаю, что вот как-то в одно время мы сможем сделать вот такой репортаж. В контексте того, о чем мы говорим, я думаю, это первый шаг, который уже, первый рубеж, который мы прошли. Вот. Второе, это совместная, конечно, совместная работа. Это проекты, которые связаны с большой перспективой. Это дети наши. Я думаю, что вот самые будут удачные проекты, вот такие межэтнические, то есть украино-польские проекты, это будут проекты, которые будут связаны с детьми, подростками, молодежью. И заключительный этап – это вот там та перспектива, где церковь, она будет свободно проповедовать на двух языках, 100%. Может, я ошибаюсь, но мне кажется, что самым заключительным этапом ассимиляции или же внедрения украинской церкви в польское общество будет создание общих семей. Сколько наших молодых людей посещают польские церкви, тем более для людей, которые учатся, работают, вот, которые находятся в польском языковом таком вот сообществе, среде, да, они свободно говорят на языках, и польский народ, он не просто считается братским, они действительно ведь приняли, открыли для нас двери, и отношение к украинцам очень хорошее. Поэтому я думаю, что здесь вопрос, это на каждом этапе, может быть, вот мы будем такое видеть, и это еще раз будет подтверждать то, что мы сделали очень правильное решение, что мы не стали строить вот какое-то закрытое сообщество этнических украинцев или белорусов, или... Поэтому, да, я думаю, ты прав, что мы будем, когда видеть, ну, в принципе, в Америке это было, и в Америке сейчас это продолжается, когда люди, американцы, чистокровные вот американцы, или урожденные, сказать так, американцы, они выходят замуж или женятся на наших славянских девушках и парнях. И, то есть это здоровая ассимиляция. Здоровая ассимиляция – это в принципе перспектива. Я как лидер нашего движения «Христиане Европы», межцерковного, межконфессионального, не могу не спросить, каковы взгляды тебя, как пастыря, других пастырей объединения Слова Веры на сотрудничество между разными церквями и временами разными деноминациями здесь, в Польше и в Европе? Ну, я думаю, это вопрос, который, он логично вот, вытекает из всего, что я говорил, я себе не буду противоречить. Это не только мой взгляд, вот, как человека, который при определенных обстоятельствах увидел, что церковь – это не пятидесятники, баптисты, харизматы, вот какие-то ультра, нео. Нет, церковь, прежде всего, это христианское сообщество. Поэтому, конечно, мое личное мнение, я думаю, вы услышали, но я также хочу подчеркнуть то, что я нахожусь в объединении пасторов, церквей. Для меня церковь, пастор – это лицо церкви. Мы выстраиваем просто с личностью отношения. В данном случае, когда мы дружим с церквями, я дружу с пастором этой церкви. И меня привлекло, я сделал свой выбор, остался в этом объединении, потому что мы видим перспективу. У нашего объединения есть четкая цель, есть видение от Бога, есть четкая цель. И, конечно, мы открыты, потому что всегда вызовов больше, чем возможностей. Мы открыты для сотрудничества, мы открыты для каких-то совместных действий, направленных на те цели, о которых мы говорили выше. Вот все то, что здоровое, все то, что служит какому-то исцелению нашего народа и созиданию церкви, мы для всего этого открыты, конечно. Как ты считаешь, уже проведя какое-то время в нашей группе, чего не хватает нам для того, чтобы более эффективно служить вам, пастырям и вашим церквям? Ну, я не знаю, тут очень сложно сказать о том, чего вам не хватает. Мне сложно. Я думаю, что вот ваша работа – это платформа, на которой мы. Тут вопрос не в том, что это ваша группа, а мы смотрим со стороны, ведь мы участники. Слово «участник» – это подразумевает не зритель. Слово «участник» подразумевает не наблюдатель, мы участники чего-то. И как я воспринимаю, Алекс, ваша работа, вы создаете платформу для нас, для участников. И недостаток, я думаю, только один, или точнее пожелание. То есть это не недостаток, это пожелание. Вот сейчас
вы даете разного рода информацию, которая в какой-то степени призвана объединить нас. И я думаю, второй этап или логическое следствие из всего, что вы делаете, было бы какие-то реальные встречи. Вот реальные, потому что любой диалог начинается, когда ты видишь глаза собеседника. И я думаю, что придет такой момент, скоро ли, не скоро ли, но я думаю, это должно быть целью для вашей работы, как вот медиакоманды, чтобы создать, наверное, такой, может быть, прецедент, чтобы мы имели возможность спланировать и встретиться все вместе, ближе познакомиться, потому что лайкать друг друга – это хорошо. То есть мне нравится там то, что делает, допустим, Олег Сидорчук. Вот мне нравится, я с ним встретился, опять-таки, я сейчас слежу за его работой только потому, что я с ним встретился на конференции в Варшаве. И мы ближе поговорили, и он частично рассказал свое видение своей семьи, то видение, которое они делятся с тем сообществом, которому они служат, той церковью. И сегодня я уже смотрю, я наблюдаю за вот той информацией, которую вы даете, через призму того, что я имел личный контакт с человеком. Мне очень нравится его видение, мне очень нравится, что своевременная реакция вот той поместной церкви на то, что происходит непосредственно в Кракове. Вот. И так ряд еще служителей. Я думаю, что все-таки личный диалог, личная встреча, вот эта коммуникация такая в конкретном времени с конкретными людьми, она даст определенные плоды. Вот то, что мы говорим о объединении вокруг цели. Сегодня то время, когда у нас мы ограничены и ресурсами, и временем самим. Нам нужно много действовать, а для действия нужна подготовка, нужна слаженная командная работа для любого действия. Поэтому я думаю, что ваше служение, оно имеет цели не просто дать информацию людям о том, что церковь есть и она работает, а реально сделать участников, не которые нажимают на эти лайки, да, а люди, которые могут быть частью чьей-то работы. И я верю в то, что вот я благодарен тебе. Мы реально не планировали, ты заговорил об арт-центре, о этом нашем проекте. И я думаю, что если у кого-то будет в сердце, я думаю, будет правильно, если мы будем показывать эту работу, да, хотя бы, чтобы люди имели какое-то представление, то я понимаю, что через вот такие моменты мы можем быть ближе друг к другу, и мы можем быть сопричастниками чего-то большего, что делает Иисус сегодня на этой земле, в этой стране, для тех людей, которым Он призвал нас служить. В свете того, что ты сказал о личном общении, как ты смотришь, как пастырь, о возможности создания пасторских встреч христиан Европы или же конференции христиан Европы? Ну, мы имеем эту практику, но эта практика, опять-таки, ограничена все-таки уже знакомыми проторенными тропинками. То есть мы имеем практику 110 церквей УЦХВ. То есть я знаю всю статистику, потому что мы очень часто, один раз в 2 месяца, мы имеем практику встреч там, в Испании, в Германии, в Финляндии, с церквами, которые в той или иной степени отождествляют себя с Украинской церковью христиан веры евангельской. Далее мы с тобой имеем практику синодов. Или, скажем так, те люди, которые входят в состав Койшево-Зеленосвятковых Польши. Вот. Мы имеем синоды, встречи, мы имеем возможность видеть, как бы тактильно осязать друг друга. Вот. И я понимаю, о чем ты говоришь, было бы очень хорошо, чтобы мы все-таки, видишь, объединение создает какую-то платформу для людей. То есть объединение, в данном случае КЗ или украинская там УЦХВЕ, ОЦХВЕ, вот эта платформа. И я думаю, было бы хорошо, если бы, я даже не представляю, в каких это помещениях должно происходить, какое-то грандиозное. Просто я знаю, когда собирается 110 церквей или представители пастора 110 церквей, нам приходится, мы проводим 1 раз в 3 месяца в Варшаве пост, на который приезжают люди из Украины, из Польши, сейчас приезжают люди еще из Германии, этот раз еще будут... Это вот все, что касается УЦХВЕ и Слова веры. То, конечно, мы приглашаем на эту платформу людей из разных объединений. Мы открыты не просто для диалога. Я думаю, что время диалога, это должно было быть еще вчера. Сегодня нужно время совместных действий, потому что, например, в нашем городе Лодзь на сегодняшний день проживает до 100 тысяч украинцев.
до 100. 80 тысяч – это те люди, которые пересекли границу, у которых ПЭСЛ, то есть это с пометкой УКР, это беженцы, и около 20 тысяч, которые живут здесь какое-то время. И сейчас мы видим, и ты, я думаю, это видишь, когда люди приходят в украинские церкви, люди, которые 5-6 лет живут здесь, ходили в польские церкви, но вот эта этническая принадлежность, это какая-то культурная ментальность, она им более ближе. И они все-таки приходят в украинские церкви. Поэтому я думаю, что у нас цели общие, и хорошо бы было, если бы как минимум вот ваша работа, она была той платформой, где мы могли бы уже технически думать, где, когда, как встречаться, вот какие вопросы поднимать, какие темы затрагивать. Я думаю, это все здорово, и я думаю, этого хочет Бог. У нас, к примеру, в Кракове мы получили предложение от нашего епископа Войтка Воха о том, что они были бы рады такому общению межцерковному на базе нашей церкви. И мы получили предложения и от других церквей, в других городах. Вопрос, насколько пастыря готовы встретиться, обговорить, и какие вообще, как на твой взгляд, какие бы темы вас интересовали? Ну, начнем нелинейно, наверное, с последнего вопроса, какие бы темы интересовали. Я думаю, что локально каждая церковь, которую представляет пастор, локально каждая церковь сегодня на вот втором этапе служения украинцам в условиях войны. Вот. Первый этап у нас был ни для кого не секрет, мы делали лайв-центры, мы каждый участвовали вот в помощи первых необходимых, восполняли первые потребности. То есть это жилье. На базе этой церкви жили люди, мы расселяли людей и к полякам, и снимали людям жилье. То есть все это было актуально. Люди ехали, у людей не было еще работы. Это продукты, это первая вот необходимая помощь. Сейчас мы во второй фазе, когда люди уже 1,5 года войны прошло, и кто-то уехал. Те, кто остались здесь в Польше, это люди, которые имеют сегодня какой-то доход минимальный. Во всяком случае, это те ресурсы, которые дают им возможность снимать жилье, и люди имеют работу, и, скажем так, в куске хлеба уже остро не нуждаются. Но у нас второй этап, у нас проблема с детьми этих людей, вот потому что у нас есть все опасности потерять поколение украинцев, которым сейчас от 9 до 12-13 лет. Вот. И я думаю, что для многие пастора, точнее многие церкви сегодня, каждый в своей фазе церковной работы для украинцев и в общем для проповеди Евангелия, то нам, конечно, всегда есть о чем поговорить. Прежде всего, это те вызовы, которые мы имеем. Очень много людей. И очень было бы, я думаю, правильно делиться каким-то опытом. Вот то, что делаем мы. Да, я сторонник Божьих идей, но иногда хорошие идеи тоже работают. Вот Божьи идеи работают всегда. Вот когда это делает Бог, когда это Бог побуждает что-то делать. Может то, чего не делают другие люди. А может быть то, что и делают другие люди, но побуждает Бог. Это 100% успех и благословение. Вот. Но хорошие идеи тоже работают, когда мы можем поделиться опытом, и чужой опыт, он практически, когда вот в церкви люди откликаются, и мы начинаем делать, и мы видим плоды этой работы для наших соотечественников, то я думаю, что тема всегда найдется. У нас, в принципе, мы все делаем одну работу. Все одну. Социальная сфера, она сегодня очень-очень важна. В нее входит не только материальная взаимопомощь, это также эмоциональное состояние людей, это такая же неуверенность в завтрашнем дне, и самое главное, большинство этих людей не знают Иисуса. Поэтому платформа очень большая для работы. Второе, насколько пастора хотели бы встречаться. Я думаю, здесь, наверное, корректнее было бы сказать, насколько качественно мы можем их заинтересовать. Это какая-то банальная, извините, пожалуйста, я ценю все встречи, но это какая-то конференция, на которой мы будем давать отчет и хвалиться тем, что мы, как много людей мы спасли или накормили, или же это все-таки будет как-то привлекательно выглядеть. И вот на сегодняшний день мне к пастору приходит как минимум 4 предложения в месяц на e-mail. Вот, от каких-то сообществ, фундаций, каких-то организаций, представляющих каких-то покойных проповедников великих мировых, и так далее. И я вот думаю, что я там буду делать. То есть это время, это ресурсы, и какую пользу это принесет сегодня лично моему назиданию и тех людей, которых я за собой поведу. И, конечно, если сегодня говорить о
реальных вещах, о реальных нуждах и проблемах, то на эти встречи, я думаю, будут приезжать, стараться приезжать все. Я думаю, что многие пастора просто не видят необходимости. То есть сегодня то время, когда нужно много работать и ездить с конференции на конференцию, это хорошо, но немножко не время. Я думаю, что если создаться вот такая платформа, где будут подниматься острые вопросы и вот какие-то серьезные предложения о серьезных каких-то проектах, в которых мы могли бы участвовать, я думаю, это будет то, что будет очень сильно объединять. Для нас не секрет, когда ты что-то делаешь физически вместе, физически даже, я уж не говорю о том, что ты за что-то переживаешь, во что-то вкладываешь свои ресурсы, времени, силы и финансы. Это становится чем-то ценным для тебя. Поэтому, если будет что-то общее, то, я думаю, многие пастора откликнутся. А вот на этой платформе уже будут отношения. А это самое дорогое. И даже я думаю, что для Бога сегодня важны не наши какие-то, наша работа, которая приносит плод, а прежде всего, как эта работа и для каких целей делается. Когда мы что-то делаем вместе, когда мы объединены одной идеей, то, я думаю, тогда плоды действительно приятные для Бога. Дорогие друзья, обращаюсь в первую очередь к служителям. Служителям христиан Европы. Мы уже знаем, что нас много из разных стран, что мы из разных церквей. И я обращаюсь к вам потому, что я хочу, чтобы мы сегодня начали реальную работу по сотрудничеству. Руслан сегодня высказал свое желание, и я думаю, что многие из вас уже высказывали мне лично это желание. Хотелось бы видеть ваши комментарии, хотелось бы видеть реальные слова для того, чтобы мы начали эту работу. Пожалуйста. Даже если вы сегодня еще не являетесь частью нашей группы, но вы видите это видео, вы служитель, вы хотите эффективно служить Богу в том месте, где вы находитесь, а также помочь другим, что самое важное, потому что это обоюдная ситуация. Пожалуйста, комментируйте, подписывайтесь, давайте о себе знать. Сегодня мы благодарим тебя, Руслан, за это интервью. Мы просто очень рады. На самом деле мы просто очень рады, что мы сегодня здесь. И мы надеемся, что у нас будет намного больше шансов, позитивных причин встретиться. И хотелось бы пожелать тебе успеха во всем. Пусть Господь благословит в каждой сфере, которую ты сейчас начинаешь. Ну, в первую очередь даст сотрудников, потому что понимаю, что один человек вытянуть не может. И мы хотели бы тоже стать и быть, продолжать частью вашего служения. Спасибо большое, Алекс, спасибо большое вашей команде. Вот, и я понимаю тоже, что это определенного рода большая жертва. Вот так все это делать за свой счет, ездить по целой стране. Вот, и мы также, насколько это возможно, мы будем вашими партнерами, молитвенными, я думаю, финансовыми. Мы должны поддерживать друг друга. И сегодня я просто благодарю вас за вашу работу, за ваше посвящение, за вашу жертву. Это настолько актуально сегодня. Вот, очень часто, порой за 30 километров ты не знаешь человека. Я уж не говорю там за 300 или 500. Но ваша работа сегодня, во всяком случае, направлена на какую-то идентификацию каждого. Готов ли я сегодня к единству, о котором я так много проповедую? Готов ли я сегодня сделать первый шаг навстречу для чего-то более, для общего, чего-то более большего, чем дано силам одной поместной церкви. Поэтому пусть Бог вас благословит. Большое спасибо. Спасибо огромное.